Привет, подписчики и гости! В моем маленьком хобби возникла необходимость в плавных картинках и видео. Поэтому сегодня в выпуске. Классное настроение, когда посылочка приходит новая. Вертикальное положение. Также в другую сторону. Для этого совершим легкую пробежку. Влево-вправо, вверх-вниз. Всем заранее спасибо за просмотры. Подписывайтесь, ставьте лайки. Жмите на колокол, чтобы не пропустить следующее видео. Участвуйте в розыгрыше, ссылка на него всплывет вверху экрана. Отличный беспроводной утюг. Желаю вам приятного просмотра. Итак, ко мне приехал стабилизатор из Китая. Давай-ка дерзко опакуем, посмотрим, что там внутри. Круто, какое такое классное настроение, когда посылочка приходит новая. Вот такой вот недорогой стабилизатор. Теперь распаковываем и смотрим, что внутри. Так, коробочка немножко помята, но надеюсь, это не отразилось на работе самого стабилизатора. Так. Внутри инструкция на китайском языке. И сам стабилизатор. Стабилизатор выглядит очень-очень импозантно. Так. Сейчас будем разбираться, как его включать. В коробке находилась инструкция. Небольшой короткий проводок USB, micro-USB и сам стабилизатор. По составу коробки все. Так, теперь будем разбираться, как он работает. Это самый бюджетный трехосевой стабилизатор Steadicam Yeken H4. Систему Steadicam изобрел американский кинооператор Гаррет Браун, который 17 апреля 1977 года получил патент на изобретение под названием «Оборудование для использования с ручными кинокамерами». Впоследствии права на изобретение были переданы компании Cinema Products, давшим ему название Steadicam, а в дальнейшем права на производство перешли компании Tiffen. В настоящее время Steadicam производится несколькими фирмами под различными брендами, но оригинальное название имеет право использовать только компания Tiffen. К слову сказать, также Гарри Браун изобрел систему перемещения, подвешенной на тросах камеры, для съемки спортивных мероприятий и масштабных телешоу с высоты. Steadicam может использоваться для стабилизации видео с ваших смартфонов и экшн-камер, но для экшн-камер придется докупить переходник. Перед началом использования Steadicam необходимо зарядить. Полная зарядка длится около 3,5 часов и хватает до 5 часов использования, как заявляет производитель. Сделан Steadicam, конечно же, из пластика, но пластик довольно-таки добротный. У Steadicam 3 шарнира. Первый шарнир, второй шарнир и третий шарнир. На ручке расположен джойстик управления, которым можно корректировать положение стабилизатора. Дальше расположен переключатель режимов. Их здесь 3, я о них расскажу подробнее чуть позже. Дальше здесь находится кнопка включения-выключения и кнопка управления съемкой. Сбоку у Steadicam находится гнездо зарядки micro-USB. С торца находится стандартное крепление для штативов. Поэтому крепим Steadicam к площадке штатива и продолжаем обзор уже на штативе, как его включать и настраивать. Вставляем Steadicam в штатив. Теперь его необходимо отбалансировать под устройство. Смартфоны поддерживают диагональю до 6,4 дюйма и 250 грамм максимальный вес. Испытания будем проводить на Huawei P20 Lite диагональю 5,84 дюйма. Закрепляем его в держателе. Теперь отбалансируем его по вертикали. Для этого воспользуемся винтом, находящимся сзади. Ослабляем и балансируем его по вертикали. Так, по вертикали отбалансирован. Закрепляем. Теперь переводим его в горизонталь и балансируем по горизонтали. Балансировка по горизонтали осуществляется с помощью вот этого винта. Укорачиваем рычаг.
Много. Балансировка по горизонтали достигнута, закрепляем винт. Заходим в настройки Bluetooth. Заходим в Bluetooth и подключаемся к Bluetooth GP-H4. Так, все, Bluetooth подключен. И включаем Steadicam нажатием и удерживанием кнопки включения 3 секунды. Все, Steadicam готов к работе. У Steadicam Ekin H4 есть 3 режима. Самый верхний режим полной фиксации. В режиме фиксации Steadicam цепляется за одну плоскость, и он будет всегда в ней находиться, не в зависимости от того, куда я вращаю рукой. Влево-вправо Steadicam в одной плоскости, вверх-вниз Steadicam в одной плоскости. Очень удобно, цепляется к одной поверхности. Режим частичной фиксации посередине. В таком положении остается вверх-вниз, Steadicam в одном положении. Вверх-вниз, Steadicam в одном положении. Влево-вправо повторяет движение за вашей рукой. Можно делать вот такие проводки. И произвольный режим в самом низу. И третий режим — это произвольный режим, когда Steadicam повторяет все ваши движения. Ведете вправо, смартфон поворачивается вправо. Ведете влево, смартфон поворачивается влево. Ведете вверх, смартфон поворачивается вниз. Ведете вниз, смартфон поворачивается вверх. Такой режим удобен для общих проводок, например, таких. Для любителей ТикТока Steadicam легко переводится в вертикальное положение. И обратно просто поднимаете вверх. Также в другую сторону. Приподнимаете, он возвращается в горизонтальное положение. В любом из режимов доступна корректировка положения Steadicam с помощью джойстика. Вправо-влево, вверх-вниз. Это работает в любом из режимов. Так, проверим, как стабилизирует этот Steadicam. Вот, для этого совершим легкую пробежку. Теперь пробежим то же самое расстояние, только без стабилизатора. Теперь прошагаем тот же самый путь. Теперь прошагаем этот путь уже без стабилизатора. Съемки снимаю на iPhone 7. Так. Итак, подведем итоги по стабилизатору. За свои деньги, которые я за него заплатил, всего 3100 рублей, по-моему, работает он отлично. Можно поставить ему 5 с плюсом. Вот. Картинку стабилизирует и при ходьбе, и при беге. Возможно, ему не хватает там наворотов, каких-то автоматических вещей. Но за это все придется платить уже другие деньги. За 3000 рублей отличный вариант для тех, кто хочет, чтобы фотографии и видео были плавные и не тряслись при движении. Итак, по стабилизатору все.
Ссылки на стабилизатор в описании. Кто хочет, интересуйтесь. Вот. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.